Как учитывать затраты при строительстве? Привет, коллеги! Знаете ли вы, что каждый рубль, вложенный в строительство, имеет свою историю? Понимание правил учета затрат на капитальные вложения– это ключ к успешной реализации проекта. С вами Светлана Волкова, и сегодня мы разберем, как правильно учитывать затраты при строительстве, какие именно расходы входят в стоимость кап-вложений. Тема непростая, но я объясню все просто и понятно. В строительстве важны бухгалтерские стандарты. Какие именно? Основные стандарты учета – это ФСБУ 26-2020 и ФСБУ 6-2020 для строительства основных средств и ФСБУ 5-2019 для строительства объектов для непродолжительного использования, для продажи, включая строительство за счет средств инвестора. С 1 января 2024 года отменено старое ПБУ по долгосрочным инвестициям. Теперь работаем только по новым правилам. Застройщик может строить не только для продажи, но и для собственного использования, например, для производства или хозяйственной деятельности. Для этого он использует свои или заемные средства, привлеченные по договорам займа или кредитному договору. Как учитывать затраты? Это зависит от назначения объекта. Если это капитальные вложения, ведем счет учета 0,8 – вложения во внеоборотные активы. В иных случаях на счете 20 – основное производство. Если стройка финансируется за счет привлечения инвестиций, то тоже на счете 20. Что делать с НДС? Если вы платите НДС, учитывайте его на счете 19 – налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Если его нету, можно не выделять. Главное, что при подрядном строительстве НДС передается инвестору. А для упрощенки возможен учет НДС как отдельного расхода, если строительство ведется для себя и не относится к основным средствам. Когда стройка завершена, объект либо включают в состав основных средств, если соответствует критериям, либо списывают на текущие расходы. Теперь поговорим о капитальных вложениях. ФСБУ 26-2020, когда застройщик может учитывать затраты как капитальные вложения. Это происходит, если строительство ведется для собственной производственной или хозяйственной деятельности, либо для достижения уставных целей НКО. Срок использования объекта составляет 12 месяцев или более длительный операционный цикл. Что включает в себя капитальные вложения? Расходы на сам процесс строительства, подготовки документации архитектурных проектов, разрешение на строительство и другой необходимой документации, организации строительной площадки, авторский надзор. А эти расходы можно рассматривать как капитальные вложения, а это значит, что они будут учтены по счету 0,8 и в перспективе амортизированы. Что входит в стоимость капитального строительства? Этот вопрос волнует многих. Сегодня мы разберем основные правила учета затрат согласно ФСБУ 26/2020. Итак, затраты на капитальные вложения включают работы подрядчиков, включая экономию, если это было предусмотрено договором, материалы и другие активы, используемые в строительстве, амортизации оборудования и техники, задействованные в проекте затраты на поддержание и ремонт оборудования, зарплата сотрудников и страховые взносы, проценты по займам, связанным с инвестициями, иные затраты. А если стройка идет через подрядчика, то все эти расходы включаются в стоимость его услуг. Но важно помнить, затраты на демонтаж старых объектов или их перемещений не относятся к кап-вложениям. Бухгалтерские проводки. Давайте разберем основные проводки. Дебет 0,8.3, кредит 0,8.10. Это отражена стоимость имущества, учтенного в запасах. Использовано для строительства дебет 0,8.3, кредит 0,2. Это начисленная амортизация по основным средствам, используемым в строительстве. Дебет 0,8, кредит 70. Начислена заработная плата работникам, занятым на строительстве. Дебет 0,8, кредит 69. Это начислены страховые взносы на заработную плату работников, занятых на строительстве. Дебет 0,8, кредит 66 или 67 – это начислены проценты по инвестиционному кредиту или займу, полученному на строительство. Дебет 60, кредит 51 – это отражена предоплата по работам и услугам подрядчиков и их исполнителей, если стоимость работ услуг формирует вложения. Дебет 0,8, кредит 20-23, кредит 60 – отражена стоимость работ подрядчиков, услуг исполнителей, если
стоимость работы и услуг формируется капвложениями. Дебет 0,1, кредит 0,8. Принят к учету и введен в эксплуатацию построенный объект по первоначальной стоимости. Если объект не подходит по критериям основных средств, затраты списываются как текущие расходы. Если объект используется менее 12 месяцев, он не может быть основным средством. В этом случае учитываем его как запасы. По ФСБУ 5/2019. Бухгалтерские проводки дебет 90, 20, 23, 25, кредит 0,8. В составе расходов текущего периода учтена сумма капвложений, стоимость меньше лимита для признания основных средств. Также в зависимости от выбранного способа учета затраты списывают на расходы прямо или проводят через счета учетов затрат. Дебет 90, 20, 23, 25, кредит 02, 60, 70, 69. Расходы на строительство малоценного объекта основных средств. Как учитывать объекты недвижимости, если они предназначены для продажи? Купили объект для продажи. Учитываем по правилам приобретения товаров. Построили объект для продажи. Записываем по правилам учета производства готовой продукции с прямым или косвенными затратами. Какие счета использовать? Формально в плане счетов нет отдельного счета для таких объектов. Можно выбрать 41 товары, 43 готовая продукция. Главное закрепить это в учетной политике. Когда применять объект учету? На основании документов о намерении продать это может быть приказ руководителя или справка об окончании работ. Бухгалтерские проводки дебет 20-23, кредит 02, 10-60, 70-69 и так далее отражены затраты на строительство. Дебет 41-43, кредит 20-23, объект принят к учету как недвижимость на продажу. Хотите, чтобы бухучет был понятным и интересным? Тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые разборы сложных тем. Если у вас есть вопросы по бухгалтерии и вы хотите узнать больше о том, как эффективно вести учет, оставляйте их в комментариях. Мы обязательно разберем самые интересные и актуальные темы в наших следующих выпусках. До новых встреч на канале!